Привет! Сегодня поговорим, чем отличается вот такая световая панель от других источников света, стоит ли ее вообще покупать, какие у нее плюсы и минусы, почему для себя я выбрал именно ее, а также отвечу на вопрос, для чего нужна вот эта пластиковая вставочка. По-любому ты ее используешь неправильно. Меня зовут Станислав Иваницкий, погнали разбираться. Для начала давайте быстренько пробежимся по основным характеристикам устройства, а потом в конце видео я расскажу, почему именно его я выбрал относительно других похожих устройств, похожей яркостью и мощностью, чем такой вот форм-фактор именно для меня максимально удобен. И думаю, что это для многих будет полезно, кто выбирает себе светильник небольшой. Бренд, значит, новый, с Ufoto. Чем отличается, так это цены у него достаточно доступные, много разных интересных устройств. Кстати, от этого бренда покажу вам убийцу амаранов в следующем видео, не пропустите обязательно. Вот вообще много на тестах, очень много всяких устройств, поэтому в ближайшее время ждите кучу всяких видео, буду с вами делиться впечатлениями от этих устройств. По характеристикам, значит, панель сама сделана из такого грубого куска металла, какого-то алюминия, выглядит очень-очень крепко. Мне кажется, если уронить на пол, на паркет или, не знаю, там на кафель, разобьется паркет или кафель, а не само устройство. Выглядит очень, на самом деле, крепким. Вот. При этом устройство компактное, 13 на 8 на 3 сантиметра, весит всего лишь 400 грамм, поэтому даже можно в карман положить. Мощность 40 ватт, в комплекте у него идет шнур от зарядки, чехольчик небольшой, пластиковая накладочка, потом в конце расскажу, для чего она нужна, вернее, для чего она не нужна. Вот, и крепление для горячего башмака. Значит, режимы у него стандартные для большинства устройств. Это обычный CCT, то есть обычным светом светит, который можем регулировать, сделать его желтее, синее. Температура у него варьируется от 2800 до 10 тысяч кельвинов. И, кстати, есть подстроечка, то есть розовее, зеленее, чего, кстати, нет у многих брендов, типа там Revap, Ulanzi и так далее. У них, допустим, нету, этого часто не хватает. Режим RGB, то есть это как цветовой круг, так и режим RGB CV, где вы можете отдельно каждый вот этот вот элемент настроить под себя. Есть эффекты, молния, свеча и так далее и тому подобное, в общем, стандартно для всех устройств. Вентилятор у него очень тихий, то есть в принципе не слышно, но по желанию можете его отключить. Но если вы отключаете его, то мощность будет максимально всего лишь 25%. Но я смысла в этом не вижу, потому что его практически и так этого вентилятора не слышно, он очень маленький там. Значит, есть приложение, можете управлять при помощи приложения. Приложение универсальное, кстати, для многих китайских брендов. Например, у меня есть на канале обзор палок Sakani. Вот это приложение тоже им можно регулировать и Sakani, и это. Еще, кстати, многие-многие разные китайские бренды новые под это приложение под ним работают. Поэтому очень удобно, если, например, у вас вот эти источники света разных брендов, каких-то китайских, ставите это приложение и в одном приложении управляете всеми этими устройствами. Мне кажется, это очень комфортно, а не как, например, у тебя там Godox и Amaran, и ты не можешь одним приложением всем этим делом управлять. В общем, короче, такая штука. Значит, аккумулятор заявлен 5000 мАч, то есть и в целом устройство достаточно долго держит, сейчас про это поговорим. Зарядка у него USB-C, естественно, и там написано Power Delivery 3.0. И я когда увидел, думаю, о, нифига, быстро заряжаться будет. Кстати, прикольный дисплейчик, и на нем дисплейчике прям показывается, сколько ватт жрет устройство в данную секунду. В общем, воткнул я 20-ваттную зарядку, 20 ватт жрет, воткнул от ноутбука 65-ваттную зарядку, максимум жрет 27 ватт. Короче, я думал, что заряжаться будет максимально быстро, оказывается, от 20-ваттной зарядки заряжается примерно 2 часа 45 минут, что, в принципе, достаточно долго. Вот. От 65-ваттной зарядки он жрет где-то 27 ватт, и тогда где-то заряжается 2 часа 20 минут. В целом устройство работает на полной мощности 55 минут, практически час. Ну, час — это стандарт для всех устройств. То есть покупаешь устройство, и на максимальной яркости, как правило, оно должно работать час. В общем, оно час работает. Если поставить 50%, то оно проработает, ну, не 2 часа, как ожидается, а где-то час 40. В целом, в принципе, этого, ну, достаточно, в принципе. Важный момент. Вот этот металл, с которого он сделан, очень-очень сильно нагревается. То есть если вот на максимальную яркость включить и прям минут 30 он постоит, просто дико горячий будет. Так вот, если в руке его сжать и подержать 2 минуты, ну точно легко, но обожжетесь. Вот. Кстати, если его выключить, достаточно тоже быстро остывает. Я придумал такой небольшой лайфхак, ставлю яркость на 1%, он практически не греется, но при этом вентилятор быстренько охлаждает, за 2-3 минуты он становится просто прохладненьким. В общем, теплопроводимость у данного устройства просто какая-то суперская. Вот.
Как же он ведет себя в работе, то есть в реальных сценариях и условиях. В целом на рынке очень много 40-ваттных устройств, и в целом думаешь, вот хватит тебе 40 ватт или не хватит тебе 40 ватт, или покупать более дорогой и мощный источник на 100 ватт. Сейчас вот давайте эту тему с вами и обсудим. Если мы с вами снимаем днем, то есть в яркий-яркий день, ну, допустим, солнечный день, но солнце не попадает к вам непосредственно в окно, то есть ярко, светло, что будет, если мы его включим, да, то есть перебьет ли он нам основной свет, если без всяких насадок, вот так прямой панелькой, да, он перебивает, но свет получается жесткий, и в целом вот такую панель использовать как рисующий источник света я не рекомендую, потому что свет жесткий, некрасивый. Вот. Если мы будем светить через какой-нибудь рассеиватель, например, от отражателя рассеиватель, либо какой-нибудь зонтик, то мощность сразу же падает, и примерно это равно той самой яркости, которая у нас с вами из света идет. То есть, по сути, мы можем использовать как заполняющий источник света, то есть заполнить тени. Благо, что цветовая температура здесь подстраивается, и мы можем прям выставить такую цветовую температуру, которая будет прям один в один, как то, что у нас светит из окна. В целом, в принципе, удобно. Что касается яркости в темном помещении, как это с вами все это работает. Если, опять же, прямым светом светить, вот так вот панелькой непосредственно на объект или на человека, у нас получается 1,125, FD8 и SO200. Достаточно ярко. Но так светить на людей не надо, поэтому через что-то, если светить, через рассеиватель, опять же, через зонтик, получается уже 1,125, 2,8 и SO500. То есть практически любой рассеиватель у вас сожрет где-то целый стоп или даже полтора. Вот. Если, ну, соответственно, если у вас 1,125, почему 1,125, я говорю, потому что многие снимают 4К 60. То есть, если вы снимаете 4К там 30, 4К 25 кадров в секунду, то, соответственно, там у вас будет 1,60, 1,50, 2,8 и ISO 250. Ну, то, соответственно, то есть, в целом, через рассеиватель его хватает. То есть, можно вполне использовать как основной рисующий источник света. Вот. Обратите внимание, когда я его использую через рассеиватель, через какой-то, то рисунок очень сильно меняется, да, и вот это вот большая разница, почему не нужно светить в лицо непосредственно прямой вот этой панелью. Дальше еще пример покажу. Вот, и, кстати, обратите внимание, видео свет стоит, он стоит неправильно, так свет ни в коем случае ставить нельзя. Я специально опустил низко, чтобы вошел непосредственно сам источник с зонтом и модель, чтобы было видно вам наглядно. Вот, имейте в виду, если мы ставим источник света, центр источника света, в данном случае центр зонта, должен быть выше глаз модели, чтобы свет был верхний, потому что нижний свет людей уродует. Ни в коем случае так не делайте. То есть всегда сверху источник света ставьте. И вот тут отдельно стоит поговорить в его отличие от других типов источников света. Какие они еще, в принципе, бывают? Значит, бывают это палки, да, то есть всякие жезлы световые. Мы их сразу убираем, не используем, потому что когда они маленькие, они слабенькие, как правило, 5-10 ватт. А если это большие палки мощные, то они здоровые, то есть никакой компактности речи не идет. А мы все-таки говорим про компактные источники света. Вот. Поэтому, условно говоря, мы для себя выделим два типа источников света. Это всякие панельки вот такого типа и те источники света, у которых есть байонет, то есть крепление. Вы можете одеть туда какую-нибудь светоформирующую насадку. В большинстве случаев они идут с каким-нибудь небольшим рефлектором, и кроме этого рефлектора других насадочек нету. Но бывает байонет мини-боунс, сейчас на эту тему отдельно поговорим. То есть в целом, чем отличается источник света голый, вот такой вот панелька, да, от источника света с насадкой. В данном случае, например, возьмем рефлектор. Да? Рефлектор нам дает направленный источник света, то есть он фокусирует свет, поэтому становится, во-первых, ярче. То есть когда мы просто светим панелькой 40 ватт, это одно, но когда 40 ватт через рефлектор, получается мощность, то есть не мощность, а яркость гораздо выше. Сейчас на эту тему тоже покажу вам пример. В общем, дело даже не в этом. Когда у вас рефлектор, то есть какая-то светоформирующая насадка одета, вы можете светом управлять, то есть вы можете его направлять в нужное русло, то есть нужное направление. То есть светить в одну сторону, не светить в другую. Здесь так не получится. Он светит абсолютно во все стороны. Вот. Это большой минус таких вот источников света. Вот. Например, если возьмем какой-нибудь кубик Уанзи либо Ray-Lab с рефлектором, такой же 40 ватт. Вот. То есть если мы просто посветим без рефлектора, у нас получается яркость 1,125, f2.8 и ISO 125. Почему здесь вот чуть-чуть потемнее? Потому что здесь все равно вот эта вот пластиковая вставочка стоит перед светодиодами, она чуть-чуть жрет свет. А у источника света, который с рефлектором, каким-нибудь с насадочкой, там вот этих ничего не закрыто, там просто стеклышко, да, поэтому чуть-чуть светлее. Вот. Опять же, 1,125, 2.8
и ISO 125, но если мы на такой источник света оденем рефлектор, то уже получается нужно диафрагму закрыть до f4,5. То есть получается на целый стоп даже больше ярче свет с той же самой мощностью 40 Вт. То есть опять же, если мы оденем зонтик, то опять же яркость получается та же самая. 1,125, 2,8, ISO 125. То есть получается вот этот один источник сам по себе светит так же, как другой источник с рефлектором и зонтом. То есть, получается, ту же самую яркость получаете, но более мягкий свет. Как мы с вами видели, да, мягкий свет более приятный. Вот просто для сравнения, насколько отличается 100-ваттный источник света. Вот 100 Вт, если светит, то 1,125 ISO 100 и диафрагма 6,3. Опять же, если мы какую-то рассеивающую поверхность поставим, например, там рассеиватель либо зонд, получается 1,125, 3,5 ISO 100. Да? То есть небольшой вывод. То есть как рисующий источник света можно использовать, его хватает, но он не очень яркий. То есть в большинстве случаев все-таки я бы рекомендовал более либо источник брать, который с рефлектором, либо более мощный источник света. Либо можно использовать два таких, да, тем более, что они недорогие, и здесь есть резьбы. И это, кстати, очень удобно, что резьбы идут с разных сторон. С другой стороны, вот с этой небольшой тоже бы резьбы бы поставить можно было, я думаю, что проблем бы никаких не было. То есть вы можете два вот так вот поставить их вместе, да, и прикрепить перед зонтом, и получите 80 Вт. Этого будет уже достаточно. Хотя, в принципе, еще раз повторюсь, его одного, в принципе, в большинстве случаев хватает. Что касается крышки, вот этой вот крышечки, которые идут, я заметил, подобные всякие вот эти крышечки, они часто идут практически со всеми вот источниками света, светодиодными, какие-то шапочки. Вот, для чего она нужна? Понятия не имею. То есть явно имеется в виду, что когда вы его одеваете, у вас получается не видно светодиодов, такая, знаете, вот более... должна быть, по идее, такая более ровный свет. Но по факту разницы нет никакой. Эта крышка, она абсолютно бесполезна, поэтому при покупке можете просто сразу ее нафиг выкинуть. Почему? Потому что она жрет целый стоп света. То есть, получается, крадет у вас целый стоп. То есть так можно снимать на ISO 100, а с крышкой придется снимать на ISO 320, там, 400. То есть смысла нет никакой. Вот, например, смотрите, что я сделал, какую штуку приблудину, чтобы снимать какой-нибудь влог на вытянутой руке. То есть приспособил, вот такая штучка получилась. В общем, как вы видите, да, модель вот слева и справа, то есть где-то вот у вас голая панелька и панелька с этой самой крышечкой. Найдите мне, пожалуйста, покажите разницу. Я разницу не вижу, поэтому крышечку можете смело выкидывать прямо сразу же. Почему я выбираю именно такой форм-фактор? То есть по всем параметрам, казалось бы, любой источник света, которого есть байонетик, вот этот маленький, то есть можно надеть рефлектор, он лучше, да, казалось бы. Почему я такой выбираю? Потому что любое устройство с байонетом, оно большое по размеру. Вот обратите внимание, вот размером этого Ulanzi RealUp вы можете взять 3 такие вот панельки. То есть 3 источника света, получается, да, они будут тяжелее, потому что этот Ulanzi где-то там 700 грамм весит, это 400, то есть 3 штуки, это килограмм с небольшим, но по размеру в сумочке они, получается, занимают столько же места, сколько один источник с рефлектором. Да, конечно же, просто свет с рефлектором бывает и небольшой, как вот, например, вот такой, но в целом, если мы говорим про RGB, источники света с рефлектором, где есть байонетик, то они все достаточно габаритные, квадратненькие, большие, даже если они тяжелые, просто большие. Вот моя концепция, мой сетап, мне всегда хочется ходить с маленьким рюкзаком. То есть взять с собой 4 источника света каких-то, вот, которые особенно RGB могут светить, камеру туда положить, маленький штатив, и все это вошло у меня непосредственно в мой маленький рюкзачок, да, ну, там еще зонтик, но он практически места не занимает никакого, да, то есть положил, прицепил его и пошел. То есть вот передвигаться налегке для меня это очень важно, поэтому я такой форм-фактор для себя выбрал, да. В целом штука удобная, она, в отличие от всех остальных источников света, помещается даже в карман. То есть ты взял с собой, пошел на съемку, на какую-нибудь легкую, там, не знаю, что-нибудь поснимать, можешь положить 2 такие штуки себе в карманы, в задние, и все, и пошел, и место у тебя абсолютно никак ничем не занято. Потому что кому-то, типа меня, быть налегке — это очень важно, когда ты что-то снимаешь. Ну, мы сейчас говорим в основном про видео. Вот. Ну, для фото тоже будет полезно. И еще один большой, огромный плюс вот у этого конкретного устройства. Вот от Type-C заряжается абсолютно от любых зарядок. То есть, и что самое важное, от любого пауэрбанка. Ну, желательно, чтобы хотя бы 2 ампера выдавал, но сейчас все пауэрбанки 2 ампера выдают.
Почему? Потому что все остальные устройства имеют либо свой вот этот вот кирпич, да, блок питания, либо подавая им зарядку, чтобы она была больше 65 ватт. То есть, соответственно, обычный пауэрбанк ты не возьмешь. То есть тебе нужен какой-то супер мощный пауэрбанк. Для таких вот штук взял с собой 3 зарядки, и она с пауэрбанком на 10 тысяч мАч, который, в принципе, по размеру небольшой, она смело работает там почти что 3 часа. То есть это очень удобно, опять же, к вопросу о том, как ты передвигаешься, что ты с собой берешь, есть ли у тебя провода или нет проводов. В общем, для меня вот форм-фактор такой оказался именно не то, что более красивым, да, светом получается, более удобным, более компактным. То есть кирпичи, блоки питания таскать меня просто задолбало. Что по итогу? Перепробовав кучу разных форм-факторов света, я для себя выбрал именно такой. То есть, конечно, меньше 40 ватт я уже смысла не вижу брать, то есть 40 ватт, в принципе, хватает. Но при том, что размер, компактность для меня все-таки во главе угла, я люблю, чтобы либо в карман бросил его один источник света, либо взял 3-4 штуки и в небольшой рюкзак положил. То есть вот как бы таким образом для меня идеально. Вот, конечно же, идеальных вещей не бывает. Когда выбираешь что-то, какое-то оборудование, источник света не исключение, приходится чем-то жертвовать. В данной ситуации, конечно, жертвуешь рефлектором, но то есть, на это я готов пойти. В целом устройство классное, функционал у него очень хороший, оно очень крепкое, вот, что очень важно для меня, заряжается непосредственно от любого пауэрбанка. И в целом, ну, классное устройство, прям рекомендую. В общем, бренд этот зашел на рынок с козырей, у них классное устройство, зайдите по ссылочке, посмотрите. Оно, кстати, стоит 90 что-то там долларов, сейчас скидка идет, поэтому можете еще дешевле его приобрести или что-нибудь другое. В следующем видео покажу вам аналог Амарана, в 2 раза дешевле Амарана, 200-ки, то есть тоже крутое устройство. Вот, ну и с тебя лайк, подписка, колокольчик поставь обязательно, и до встречи в следующем видео.